Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о парфюмерном выборе Павла Прилучного, а также о любимых ароматах его девушек. Итак, мы начинаем. Павел, безусловно, очень популярный актер, и я знаю, многие его обожают, многие им восторгаются. Так, я знаю, что и многие его, скажем так, недолюбливают. И причина тому, конечно же, его женщины, точнее, его взаимоотношения с ними. И всех девушек в сегодняшнем выпуске объединяет именно то, что в свое время у них были отношения с Павлом. Сам Павел, безусловно, очень яркий, очень неординарный, востребованный актер. И в одном из своих интервью Павел упомянул, что ему нравятся ароматы, которые связаны у него с какими-то приятными событиями, с какими-то воспоминаниями. И один из его любимцев уже многие-многие годы – это аромат Фаренгейт. Тут, конечно, все вполне заслуженно. Это парфюмерная классика. Этот аромат действительно нравится многим. Он неповторим. В этом аромате мужчина как будто бы источает мужественность, уверенность, такую силу. Аромат для сильных, смелых, отважных, прекрасных мужчин. Очень красивый, яркий, густой. Здесь красивое переплетение кожи, древесно-кедровых нот, цитрусовых, лаванды, какой-то терпкости. Действительно парфюмерный шедевр. Ну а мы переходим к нашим прекрасным девушкам. Возможно, не все знают, что в молодости Павел имел бурный роман с прекрасной, яркой, очаровательной голливудской актрисой Ники Рид. Ники Рид, я думаю, многие из нас знают как прекрасную вампиршу из саги «Сумерки». Это, как по мне, ее главная роль, и она вполне ей удалась. Яркая, эффектная, притягательная и манящая Ники идеально здесь сыграла. Ники Рид сейчас замужем за очень популярным и также вампирским, можно сказать, актером Йеном Сомерхолдером, и они живут на ранчо, они сейчас фанаты всего эко, всего натурального. Это касается, конечно же, и косметики, и парфюмерии. Так, например, свои лосьоны для тела она делает сама, смешивая масла. Парфюмерия также не стала исключением. Ники не любит какие-то синтетические тиражированные запуски и отдает предпочтение природным ароматам, и в частности она очень любит смешивать эфирные масла и добиваться какой-то уникальной, очень интересной и в то же время натуралистично звучащей парфюмерной композиции. Следующая героиня сегодняшнего выпуска – это очень хрупкая и такая вот немножко, мне кажется, миниатюрная, красивая, прекрасная Мирослава Карпович. Звезда папиных дочек и актриса театра и кино, имела также роман с Павлом Прилучным. В одном из своих интервью Мирослава упомянула, что для нее парфюмы делятся на зимние и летние, что, в общем-то, обычная история, и если летним парфюмом Мирослава может пользоваться в любое время года, то вот зимние такие густые парфюмы, они более тяжелые, и поэтому летом она их не приемлет. И в числе любимцев прекрасной Мирославы аромат от Lutens Invoya Noir. Это парфюм ода всего лишь одному цветку, здесь всего лишь одна нота, это цветок гордении, но он здесь звучит не плоско, наоборот. Парфюм многообразный, он как будто бы играет. Здесь, кроме самой гордении, слышна такая свежесть зелени. При этом в нем есть и густота, и такие немного пьянящие нотки. Звучит действительно очень интересно. Особенно рекомендую его вам, если вы фанат гордении. Ну а теперь давайте поговорим о женах Павла Прилучного. Конечно же, тут нельзя не вспомнить первую жену Павла, прекрасную, яркую актрису, телеведущую и просто яркую, эффектную женщину Агату Муценице. Надеюсь, я правильно выговорила ее фамилию. Агата действительно очень интересная, очень такая живая, и, к сожалению, их история любви закончилась не совсем красиво, но, тем не менее, их связывают двое прекрасных детей, и они навсегда останутся их родителями. Я знаю, что сейчас они не в самых хороших отношениях и не совсем красиво ведут себя, и, конечно же, прежде всего по отношению к детям, но я искренне желаю и надеюсь, что со временем страсти улягутся и все наладится. И нужно сказать, что Агата сейчас, насколько я знаю, в положении и повторно вышла замуж. И она из тех женщин, кто с возрастом, вот по моему восприятию, она как будто бы только набирает своей красоты, в ней появляется уверенность. И появляется такое, знаете, хорошее спокойствие, которое только красит ее. И один из любимых ароматов Агаты – Бойси Фрут от Монталь. Он такой яркий, цитрусово-древесно-фужерный унисекс, который нравится многим.
который, мне кажется, отчасти действительно передает такой яркий, позитивный характер самой Агаты. Лично по моему восприятию он выгодно отличается от таких классических цитрусовых свежачков. А именно в нем есть красивое звучание ветивера, а также чайная нота. И они добавляют ему такой глубины, чуть терпкости, делая действительно аромат уникальным и притягательным. И при этом, что интересно, в самом аромате, точнее в пирамиде данного аромата, я не нашла никакой чайной ноты, но я отчетливо улавливаю, как будто бы это такая крепкая, очень крепкая заварка зеленого чая. Но, возможно, это всего лишь игра моего воображения. И здесь ноты ветивера, бергамота, лайма, лист фиалки, сандал и птитгрей. Ну и завершим мы сегодняшний выпуск, что логично, прекрасной, очень яркой восточной красавицей Зепюр Брутян. Их семья кажется очень счастливой, в их соцсетях они транслируют свое семейное счастье, какие-то свои радостные семейные будни, поездки. И мне она кажется очень сильной, волевой, где-то даже такой строгой женщиной, но при этом она мягкая кошечка, при этом в ней есть такая женская по-хорошему хитрость, действительно красивая, яркая, притягательная женщина. И когда я готовлюсь к выпускам, то прежде всего я сначала читаю интервью, где звезды, возможно, говорят о своих парфюмерных предпочтениях, но в интервью Зепюр не делилась своими парфюмерными любимцами. Тогда я пошла в Инстаграм Зепюр, и там я на одной из фотографий увидела аромат от Акро. Это прекрасный розовый флакончик аромата Краш. Аромат, я хочу сказать, что он такой не совсем обычный, но в нем есть вот модная сейчас такая синтетическая нотка. Это очень интересное, яркое сочетание гурманики вместе с кислинкой личи и такими свежими нотами. По моему восприятию, по моим ассоциациям, я бы его сравнила с таким вкусным ароматным фруктовым пирожным. Яркий, чуть томный, не удушающий, как я уже сказала, с кислинкой. Есть очень красивая такая цветочная составляющая, женственный прекрасный аромат. Стартует миндалем и личи, далее идут розы. И все это на сладкой подложке из пралине и ванили. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Если у вас есть какие-то идеи, кого из звезд мы разберем в следующих выпусках, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!